Когда я слышал, что Авангард Омск, не знаю, как сказать, 70 лет истории хоккея, это большой номер. 70 лет это много. Я знаю, что когда я в НХЛ еще играл в 2017, мы там славили 100 лет. 100 лет хоккея НХЛ. Это 70 лет, это большая история. Это после Второй войны. Это большая история. И я очень рад, что я могу быть соучастником этой истории Авангард Омск. Когда за мной приехали в отставке 2005 и спросили, если я бы не смог играть за Авангард, я не знал этот город, я не знал ничего о городе, о клубе, ничего не знал. Но это было мое большое, одна из больших и красивых времен в моем хоккее. А я помню, после этого года, когда мы играли в Омске с хорошими игроками, я не хотел вернуться назад в НХЛ. Но я вернулся, но я очень рад, что мог играть. Потом еще 3 года за Авангард Омск. Я думаю, что вы понимали, что я хочу сказать. И тяжело мне говорить по-русски. Если что, да, мы можем переходить на английский. Коллеги, ваши вопросы. Дарья, пожалуйста. Яромир, вы последний раз были в России на Олимпиаде в Сочи 6 лет назад. Что вы почувствовали вчера, приземлившись в Москве? Как изменилась вообще Россия в ваших глазах? Ну, сейчас время это тяжело во всем мире. И цестовать и приехать в Россию очень было тяжело. Очень легко бы было, если я бы с Праги приехал в Москву, это 2 часа, 3 часа максимум по самолете. Но мне надо в Турцию ехать, из Турции в Москву, это целый день я ехал. Ну ничего, все хорошо. Это такое время, а я хотел здесь быть. Да, несколько вопросов задам, потому что должен буду в студию бежать. Извиняюсь за то, что подряд. Первый вопрос такой. Алексей Морозов, раздевалка Питтсбурга. Алексей Морозов сейчас президент КХЛ. Алексей Ковалев, тренер клуба КХЛ. Кем бы в КХЛ мог быть Яромир Ягр? По-английски буду говорить. Хорошо. You know what? When I left. When I was 18 years old and I left Kladno, the city I was born, I said after my hockey career, because I learned how to play hockey in that city, I promise I'm gonna help the most I can and come back and help Kladno. So it was never anything else in my mind that helped the city and helped how the club I own right now, and I do. So when you give me this question, I cannot answer you because I never thought about it. Вы знаете, Включи, да. когда мне было 18 лет, и я уезжала из своего родного города Кладно, в котором я родился и в котором я научился игре в хоккей, у меня были все мысли о том, что я должен в свое время помочь городу, помочь людям, поскольку это мой город, который научил меня очень многому. И вот, отвечая на ваш вопрос, таких мыслей у меня даже в голове не было, поскольку единственное, о чем я думаю, это о своем клубе родном, городе и вот клубе, которым я владею сейчас в Кладном. Может ли пандемия помешать Александру Овечкину обогнать Уэйна Грецки по голам, или он даже не обгонит Яромира Ягра? If I understood, you asked me that если Алексей может побить рекорд, да? When I decided to go play in Russia in Omsk, I know I don't have a chance to beat Wayne Gretzky record. I thought I'm done. And even when I came back, I played other 6 years in NHL. I know it couldn't be possible. Maybe if I stay in NHL, I would have a chance or get close maybe 50 goals to Wayne Gretzky. But I never really was a goal scorer. Alex is a different player. He's a goal scorer. And when I saw him 6 years ago, I thought he doesn't have a chance. But what he did lately, how he adjusts the game, I think he started playing differently, maybe work a little bit harder than he did before, and he became a better player than he was when he was younger.
more effective. And I think he has a chance if he stay healthy, if he wanted to be there, and if the world go back to normal. Вы знаете, когда я поехал в Россию, я думал, что никогда не смогу побить рекорд Уэйна Грецки. Возможно, если бы я больше времени провел и забросил где-то еще порядка 50 голов, то смог бы приблизиться. Что касается Александра Овечкина, то он бомбардир, а я таковым все-таки не являюсь. И 6 лет назад, когда я его увидел, я подумал, что у него нет никаких шансов приблизиться к рекорду. Но сейчас же, если на него посмотреть, он играет абсолютно по-другому. Возможно, он работает более усердно, чем когда он был молодым. И если он будет продолжать так трудиться, если он будет без травм, то, думаю, все шансы побить рекорд у него имеются. Омск не самый большой город по населению в России, Питтсбург не самый большой город по населению в Америке. Почему тогда Авангард и Питтсбург настолько популярны в странах, чуть ли не главные по популярности? Why do you think Omsk, Avangard and Pittsburgh are so popular, even though the population is not the greatest in the countries? They, in my opinion, they knew how to make fans happy. They knew what kind of players they should draft and sign, what makes the fans exciting, how to play for the fans. And when you think who play for Pittsburgh, what kind of game they play, what kind of style they play offensive, they score a lot of goals. Same thing, Omsk, you know, they've always, you know, the top team. They signed the good players, you know, popular players. So they did a good job as a PR and also the hockey-wise. По моему мнению, ответ здесь кроется в том, что оба клуба знают, как осчастливить болельщиков. Они знают, каких игроков стоит задрафтовать, кого стоит подписать и как играть для того, чтобы игра нравилась в первую очередь болельщикам. Оба клуба демонстрируют такой нападающий стиль игры и забивают много голов, а это всегда интересно. И они играют именно для болельщиков. И в том числе стоит отметить еще и пиар-службу, и в совокупности с игрой, и это вот придает успех обоим клубам. Два последних вопроса от меня. Но вопрос от всех общий. Да? В какой форме? Мы видели, что Пликанец сказал, что до 50 лет может играть Ягр. Будете ли играть в этом сезоне? И какие планы? Сколько километров на велосипеде проезжаете? Как себя тренируете? Well, this year was a little bit different. That the unknown day from day, it's gonna took a lot of energy from me, and even though I love the game, the unsurety of the things what's gonna happen tomorrow, it's kind of different. So I didn't really practice the way I wanted to, because sometimes we couldn't. We were locked down. So the question, if I want to play this year, I think I will play. I'm getting ready for playoffs because we are in second division. We wanted to go to first. There's no other option. We have to go to first. And I want to be the guy who helped the team. But right now, I don't feel like I can help. So I have to start practicing and get ready for the playoffs. В этом году ситуация немного отличается от того, к чему мы все привыкли. Такая неизвестность, она преследует нас изо дня в день, и это отбирает очень много энергии, потому что вот эта неуверенность вообще в завтрашнем дне. И я, наверное, не тренировался так усердно и так много, как мне хотелось бы. Ну и плюс карантин, не всегда есть возможность, в принципе, тренироваться. И если говорить об этом сезоне, то я хочу еще сыграть, но хочу это сделать в плей-офф, потому что я должен быть тем игроком, который помогает команде. Сейчас я чувствую, что пока я не могу принести ту пользу, которую мог бы принести. А наша команда сейчас во втором дивизионе, и мы стремимся и должны сделать так, чтобы мы были в первом. Поэтому я планирую, что в будущем я еще сыграю в этом сезоне. Последний вопрос от меня, фэнтези-вопрос. Кладно подписала Степана Захарчука. Фэнтези-вопрос. Если в Кладно согласится приехать любой хоккеист мира, вы можете взять любого вратаря, защитника и форварда. Кто это может быть? Русский, канадец, американец, любой. Любого, а? Да. Из Авангарда. Если любого, я за Авангарда никого не возьму.
Потому Овечкин и Макдэвид не играют за «Авангард». Это мой вопрос. Это ответ на твой вопрос. Это два игрока, я бы взял Овечкина и Макдэвида, а все, я бы только смотрел. Я бы мог тренировать эти два игрока. Я бы сказал, идите, забейте шайбу. Спасибо, Павел. Дарья. Яромир, расскажите вообще, с какими сложностями вы в этом году столкнулись вкладно из-за коронавируса, как менеджер, насколько сложно финансово сейчас в команде и нуждается ли она в помощи в какой-то? Well, it was difficult. It is still difficult, and it will be difficult. And I said that I said it last year, even before the coronavirus. It's the league is not healthy, and don't take it wrong, but I said the players in the Czech Republic making more money than they should, because it's tough to get the money from the country, city, sponsors, from the fans. It's and there's not many teams who can afford good players, and during the coronavirus time, it's even worse. So there's a lot of teams who's gonna have a problem. There's a lot of players have to go with the salary very, very down. The percentage, I would say overall 20-30%, maybe more. Our team, we stay the same. We didn't cut any salaries yet, but we're gonna have a tough time. So that's why I'm happy that the league hopefully start playing and they'll let the fans go to the arena, and the fans and sponsors will be happy. Otherwise, and also a country have to help. Otherwise, it would be a big problem for our country in sports generally, not only hockey but soccer and every other sports. Even the small sports would be done. Я еще в том году говорила, и до ситуации с коронавирусом, что в целом такая атмосфера в лиге не совсем здоровая, потому что хоккеисты получают значительно больше, чем должны вот именно в Чехии хоккеисты. И не все клубы могут позволить себе подписывать хороших игроков. Трудности они были, они остаются, и, безусловно, они также будут. И всем, я думаю, что придется многим хоккеистам спуститься в зарплате, урезать процентов на 20, на 30. Мы пока наш клуб не урезали зарплаты. Надеюсь, что лига будет играть, и тогда придут, и также и спонсоры будут довольны, и болельщики будут довольны. Ну и также считаю, что страна должна помочь, иначе в противном случае будут большие сложности с спортом в целом, не только с хоккеем, но и с футболом, и с другими менее значимыми в стране видами спорта. Пожалуйста. Добрый вечер, Антон Климанов, КХЛ ТВ. Такой вопрос. Можно ли сказать, что ваш приезд в Омск в 2004 году дал такой вам большой импульс, что вот дальше, в следующем, в 2005-2006 годах, вы фантастические сезоны провели в Нью-Йорке? Можно ли так сказать, что это был огромный импульс? Правильно сказал. I always said that. 2004, just the practices and all the stuff around hockey. But the practices, it's different. It's harder. Helped me to get better next season. And also those 3 years I came back to Russia. I played for Avangard Omsk. It helped me mentally and physically to get ready. And I came back and I played other 6 years in NHL. I don't think I would be able to do it without the games or practices here in Russia. Безусловно, можно так сказать. Однозначно я всегда говорил, что 2004 год и тренировки, и все около хоккейные моменты, они придали мне, они очень были значимы для меня и помогли мне. Затем я вернулся еще на несколько лет в Авангард, отыграл, и после этого уехал и 6 лет провел в НХЛ. Я думаю, что без этого опыта игры и подготовки в Омске я бы не сумел так успешно выступать в НХЛ. И еще один вопрос. Омский хоккей, он какой в вашем понимании? Есть ли какое-то определение? Well, for me, it's kind of strange that, the hockey club has to move to Moscow. It's strange, but, they had no other option. The arena went down, and I feel bad for the people in Omsk. There's not much to do, and the hockey and the sports was, I would say, number one thing to alternate the people here in Omsk. So I wish,
because Moscow gets so many other teams. So I wish soon they come back to Omsk and make it good time for the fans who loves the hockey game. So, but when I say Omsk, it just, and everywhere, when you say Omsk in Czech Republic, they're gonna say hockey. So they're gonna say Siberia and hockey. That's why how you know Omsk. Сейчас, конечно, такая странная ситуация в моем понимании, что Омскому клубу пришлось переехать сюда, в Москву. Но все знают прекрасно ситуацию с ареной, и здесь другого выхода просто не было. И мне очень жаль, я сочувствую болельщикам, для которых хоккей был развлечением номер один в Омске. А в Москве же клубов и так достаточно. И я надеюсь, что в самое ближайшее время очень скоро клуб вернется и вновь будет дарить болельщикам те положительные эмоции, которые дарил ранее. И они смогут проводить хорошее время на хоккее. А вообще, в целом, если в Чехии говоришь Омск, то первые ассоциации, которые услышишь, это хоккей, Сибирь и хоккей. И теперь точно последний вопрос. Как вам кажется, когда команда вернется в Омск, это будет уже другая команда или нет, после того, как она была рядом с Москвой? Well, the professional teams, they're changing. The players changing, the managers changing. The guys who work for the club, who sharp the skates and take care of the other stuff, the small stuff. Most of the doctors, most of the time they stay the same. They stay the longest, and I could see it. There's a lot of guys who work in Omsk in that category. They're here in Moscow, and they're gonna be there. So the players always gonna change. They're always gonna change. So of course it's gonna be different club, kind of, but because every club's changing. Only the names stay the same, but everything is moving. People coming and going. So, but the professional people, they understand that this is part of the business. There's no team can stay forever for 10, 15 years. It doesn't work like that. It's not CSKA 1980 when they change 1, 2, 3 guys and they play together for 20 years. It doesn't work like that anymore. So people changing, they're coming, they're leaving. So of course it's not going to be the same, but the name's going to be the same, and the fans are going to love it like they did before, maybe even more. And the arena's going to be beautiful. I saw it. I saw that on a picture. It's going to be better than before. So, and I think the fans are going to appreciate it a lot more than they did before. And I could see it on one team in Czech Republic when they played. There was nobody really come to the game, and they took the team away. They came back 4 years ago. And since then, it's last 10 years, it's sold out every game. So all of a sudden, the fans appreciated a lot more when they didn't have it. Профессиональные команды всегда претерпевают определенные изменения, меняются игроки, меняются руководства. Единственное, зачастую я наблюдаю, видела это здесь, что сотрудники, которые около команды, то есть, скажем, люди, которые затачивают коньки и делают какую-то еще работу вспомогательную, они, как правило, дольше задержатся в клубе. Я думаю, я видел сейчас здесь тех, кто был в Омске, я уверен, что они останутся с клубом еще долго, вернутся с клубом в Омск. Но клуб будет в каком-то смысле, конечно, другим, это абсолютно нормально, все это прекрасно понимают, это часть нашей жизни. Только название останется прежним, а люди, они приходят и уходят, в том числе и игроки. Нет такого, чтобы какая-то команда без изменений функционировала 10 или 15 лет. Это не ЦСКА прошлых лет, когда там менялось лишь пару игроков, и они таким костяком шли на протяжении многих лет. Но я считаю, что болельщики, тем не менее, несмотря ни на что, они будут продолжать любить свою команду. Я видел макеты арены, она будет прекрасна, она будет лучше даже, чем предыдущая. И болельщики будут, возможно, даже больше ценить команду, ведь они соскучились. И такая ситуация была и в Чехии у нас с одной командой, когда ее увезли из своего города на матчи, которые особо никто не ходил. И 4 года назад они вернулись, и болельщики теперь на протяжении всех этих лет просто раскупают все билеты, и там постоянно аншлаги. Я думаю, что так оно и случится. Люди соскучатся по хоккею, будут рады видеть свою команду вновь дома. Марат? Марат Сафин, Спортэкспресс. Яромир, понятно, что у вас от России масса воспоминаний на всю жизнь. Какое самое яркое в спортивном плане и, наверное, в жизненном, бытовом? The brightest memory of yours of Russia in sports terms, relations, and also just everyday life.
I said that before. When I played in Omsk first time, you know, the fans and the people in Omsk, in general in Russia, you know, they took me nicely. I was very popular, very appreciated, and I feel the same way to them, and I didn't want to leave. And nothing has changed, you know. So nothing gonna change it. And I still got a lot of friends in Omsk. I respect the players from the Russia. People also. What I like about Russian players, they love the country so much. They never really say no if you ask them, let's play for the Russia. It's not the same in other countries. So that's one thing I kind of like about the Russian players. When they have a chance to fight for their country, they always go. Я говорил уже, что самые яркие впечатления, когда вот я впервые играл в Омске, и все болельщики, и люди в целом меня очень тепло приняли, и я был очень популярен среди всех людей в Омске. Я отвечал им взаимностью, также тепло относился ко всем омичам и вообще не хотел уезжать. И с тех пор абсолютно ничего не изменилось. У меня по-прежнему много друзей в Омске. Я большое уважение испытываю к русским игрокам, поскольку я видел, что российские хоккеисты, они всегда с гордостью и с радостью, и с честью представляют свою страну. И когда им говоришь, давайте играть за Россию, они всегда борются до победного. И, конечно же, это не может не радовать. Последний вопрос, коллеги. Последний. Да. Если этой весной вы будете играть в плей-офф, какой шанс, что это ваш последний сезон? А если будет возможность путешествовать у людей, стоит ли людям, там, болельщикам со всего мира поехать в Чехию и посмотреть? Или у вас еще много сезонов, и это явно не последний? This is the hard question. And now how to explain it? The game is getting harder and harder because it's harder to practice. The drive, I would say, the drive to be the best I can be, it's not as much as it was when I was younger. So I love the game, but the drive to be the best, it's not there. That's why it's a little bit harder to practice. But this can change any minute, you know. Every guy, every person in the world need a motivation. You have to look for the motivation. Don't matter what is it. You know. Even the bad motivation, if somebody tell you you're not good enough or I'm better than you, you have to take it as a motivation and use the motivation to drive you to get better. So I believe this is going to happen. So sooner or later, I'm going to get the drive again and willing to do everything to be good. So in my opinion, I don't think it's going to be my last year. Probably cannot be last year because one more thing I forget. We have a Winter Classic in Czech Republic next year. We're going to play outside. We're supposed to have it this year, and we have to change it for next year. It's going to be a December Winter Classic games. We're going to play 3 games, 3 games, and I promise I'm going to be there. So I almost forgot. It cannot be my last year. Сложный вопрос. Игра становится все сложнее и сложнее, тренироваться сложнее. Я немножечко утратил тот самый драйв, когда мне хотелось доказывать всем, что я лучший, что я могу быть все лучше и лучше, если сравнивать вот именно с тем, что я испытывал, когда был моложе. Я по-прежнему люблю игру, это никуда не ушло, но вот этой мотивации не хватает, а мотивация всегда должна быть. Она может быть разная, она может быть как в положительном ключе, так и в негативном, когда
кто-то тебе говорит, ты уже недостаточно хорош, или я могу лучше, чем ты, это тоже можно использовать как мотивацию. Я считаю, что все-таки будет тот момент, когда придет ко мне это вдохновение, я вновь получу этот драйв, но стоит отметить, что это никак не может быть моим последним годом, поскольку в следующем году у нас планируется зимняя классика в Чехии в декабре, 2-3 игры мы должны сыграть, планировалось все в этом году, но пришлось перенести на следующий, поэтому мне никак нельзя заканчивать в этом сезоне. И последний вопрос от нас. Яромир, вы посмотрели уже арену, как вам арена? It's nicer and bigger than our arena in Kladno, that's for sure. It's look very nice. Things has changed last, whatever, 10 years. The arena is a lot better than I was, when it was 2005, when we played. There were some good arenas, but not all of them, and it's very nice arenas. You don't have to be arenas for 20,000 people, but you could see it. It's more comfortable. It's close. It's a very nice arena. I like it a lot. Она однозначно красивее и больше, чем арена, на которой мы играем в Кладно. Но, конечно же, стоит отметить, что за 10 лет, которые прошли с 2005, когда мы играли, все шагнуло вперед, и арены сильно изменились и улучшились. И тогда были, в принципе, хорошие арены, но просто сейчас они не обязательно даже 20-тысячные, но они очень удобные, комфортабельные, все доступно. Впечатления у меня остались хорошие. Спасибо большое. Спасибо, Яромир. Добро пожаловать к нам. Спасибо. Не забывайте.